Добрый день, друзья! Мне так хотелось показать вам пересадку вот этой желтой интриги, но я никак не могу подобрать под нее горшок. При покупке этой орхидеи у нее были шикарные корни, какие, впрочем, они и сейчас остались. Вчера был полив, поэтому корни очень мокрыми, кажется, и зелеными. При этом она начала растить, но один цветонос видно, что шикарный. Второй цветонос чуть поменьше. Ее нужно уже пересаживать. Но горшка чуть большего размера, чем этот, я никак не могу найти в продаже. Но когда она зацветет, обязательно вам ее покажу и сравню с темной интригой, темно-фиолетовой интригой, которая у меня цветет. Я вам ее недавно показывала. А пока уберу ее на место. Поставлю ее на то же самое место, где она у меня стоит. Пусть начинает цвести. И еще тормозит даже не покупка горшка, а настолько много корней в горшке, что технически эта съемка очень сложная. И скорее всего, если даже я куплю этот горшок, я пересажу без камеры. И покажу вам просто результат посадки. Пересаживать будем другую орхидею. Это орхидея Фантом. Приобретена зимой. Корешки у нее выросли. Разберем, посмотрим. Она растит цветонос, поэтому пересаживать уже надо. Просто надо. Есть один корешок. Сейчас посмотрим, как с ним бороться. Он из одной дырочки пророс в другую. Вырежу кусочек пластика. Не вырезается. Так просто не вырезается. Так, и вот здесь, наверное, сейчас подрежем. Посмотрим, выйдет корешок или не выйдет. Ой. Так, ну будем надеяться, что мы освободили этот корень. Хотя вот здесь еще есть. Так. Пробуем. Протолкнуть, попробуем его вовнутрь горшка. Все получается. Давно не поливалась. О, и торфяной стакан сразу видно. Да еще в оплетке. Как-то тут все и сломано. Даже ничего не режу. Все ломается само по себе. Снимается и ломается. Смотрим, что же у нас с корешками.
Ух, как все хорошо освободилось само. Этот листик убираем. Он начинает желтеть. Это маленький ее листик. Так. Что с корнями? Один корень начал расти в самом низу горшка. Здесь у нее хорошо нарощенные корни. А здесь посмотрите, какой трехголовый змей, как я их называю, когда из одного корня, даже не трех, четырехголовый змей. Из одного маленького корешка идет такое количество 4 новых корня. Замечательно. Так, с другой стороны. Не ахти какое большое количество корней наросло, но они есть. Внутренний корень, который не участвовал в фотосинтезе, был внутри горшка, он вообще белый, но растущий. Растущий новый корень. Что мы сделаем? Мы обрежем все сухие корешки. Это и сухих-то немного. С этим корнем подумаем, что сейчас делать. Он внутри сухой, а в конце хороший корень. Не растущий, но хороший. Не всегда нарастает огромное количество корней. Вот эти корни постараемся опустить в горшок. Пойду промою орхидею. И даже специально, вот можно и не промывать здесь орхидею. Можно было бы не промывать здесь орхидею, но от грунта все равно нужно промывать. Но еще намочу вот эти корни, для того, чтобы они не были такими ломкими. И постараюсь их опустить в горшок. При более детальном осмотре корневой системы нашлись еще корешки, начинающие расти. Вот тоже беленький. Вот от большого корешка еще молоденькие корни. Здесь начал прорастать корешок. Ну, в общем-то, не все так плохо казалось на первый взгляд. Если остались сухие корешки, обязательно кончики корешков убираем. А вот этот корень, который здесь кажется неплохим, а в середине он сухой, виламен высох, я просто уберу виламен. Он внутри обязательно будет вот такой черный гнилой. А сам корень и тяж я оставлю. Он со временем быстро пропадет. А может отсюда дать молодые корешки. Пока пусть пользуются им. Это еще видела гнилой корешок. Вот здесь совсем сухой корень. Можно отрезать от основания. Обрезаю все маленькие, гнилые, сухие кончики. Их не так много, но есть. Внимательно всегда рассматриваю все. И вот то, что касается вот этих корней, которые я вам показывала. Они были такие сухие, плотные, жесткие. А сейчас посмотрите, какие стали мягкие, податливые. Их можно повернуть как угодно в горшок. Вот этим сейчас мы и воспользуемся. Двойной горшок Левенгрин. 2,3 литра. Размещаем корни орхидеи.
опускаем те, которые хотели корни, в горшок. Смотрите, не сломав ни одного корня, мы все корни поместили в горшок. Посажу, потом все протру, потому что попала водичкой в точку роста. Вот этот листик убирать не стану. Или стану? Нет, наверное, уберу. Неудобно с ним сажать. Разрываю пополам. Можно оставить, конечно, но она быстро засушит и посадить с ним неудобно. Да что ж я так неудобно сделала-то для себя. Я хочу посадить поглубже, поэтому этот лист просто будет мешать. Так, и опять второй раз опускаем. Вот так будет значительно удобнее. Зато мы не повредили ни один корень. Постараюсь посадить посерединке горшка. Тебе так нравится, как хрустит керамзит? Пришел помощник, сел в стороночке и наблюдает, как хрустит керамзит, как я засыпаю корни орхидеи. Помощник. Все растущие корешки, включая четырехголового змея, оказались внутри горшка, засыпаны керамзитом. После промывки, если попали водичкой в точку роста, обязательно нужно взять салфеточку, туалетную бумагу, что-то очень влагоемкое и протереть пазухи и точку роста. Для того, чтобы не осталось там водички и орхидея не загнила. Особенно из точки роста это очень-очень важно. Это одна из причин, по которой я не опрыскиваю свои орхидеи никогда. Достаточно или увлажнителя, который делает влажность в воздухе в комнате, но вообще не обращаю внимания на влажность воздуха. Потому что это гибриды, и гибриды сейчас стараются адаптировать по влажности воздуха, уменьшить их потребность в этой влажности воздуха. Специально садовники так делают, поэтому я не обращаю внимания и никогда не опрыскиваю листья. И даже у меня часто спрашивают, опрыскиваю ли я воздушные корни. Нет, я вообще не опрыскиваю орхидеи. Только тогда, когда провожу плановые обработки от вредителей, но тут по-другому не получится. В остальном я их только поливаю. Поливаю замачиванием, как и буду делать с этой орхидеей, наливать вовнутрь горшка воды, давать ей постоять от 15 до 20 минут, в зависимости от просушки корней. Я всегда обращаю внимание на корни даже при поливе. Когда корни стали ярко-зелеными и напитались хорошо водой, тогда заканчивается полив. И вынимается внутренний горшок и сливается вся вода. Вот так я поливаю орхидеи. Так как эта орхидея уже дала цветонос, то сейчас я ее буду поливать один раз чистой водой, один раз с удобрением монокалий-фосфат. До того, как она начнет наливать бутоны. После этого все удобрения прекращаются, только чистая вода, и цветущие орхидеи я не удобряю. Но в природе одно, у нас немножко другое. Очень часто, когда начинаете поливать с удобрением цветущие орхидеи, они просто сбрасывают цветы. Не забываем ставить название. Это фантом. И надеемся на ее скорое цветение.
До новых встреч! Увидимся на канале!